Так, всем привет. Выехал я вот на такое поле, немножко сделанное. Ну и диспозиция такая, в общем, тут жили черняхи и стояли, и есть и советский домик, и империя попадалась. Империя попадалась вплоть до Крестовая копейка, я тут находил, Москва, 1728 год. По динарикам я тут ничего не находил, но вот на том поле динарики попадались. Здесь попадались фибулы и наконечники такое. Но, надеюсь, свежая перепашка и то, что я тут первый, даст свои плоды. Первая находка. Монета 20 копеек, 1983 год. Ну, слабенькая, конечно, но для начала монетка пойдет. Потом выкину на обочину, чтобы когда-нибудь лет через 100 ее выкопали. Ладно, все, зачет, поехали дальше. Ну, наконец-то вроде бы выпал динарик. Но, чтобы вы понимали, ВДИ 44. Я бы никогда не подумал, что это динарик. То есть это ВДИ на фольгу. ВДИ на фольгу. А, нет, это пуговица. Блин, я думал, это динарик. Обидно. Бывает. Ладно. Все-таки ждем. Ждем, когда я его найду. Блин. Ну вот выпало кусочек фибулы ихней. Место правильное. Ищем динарики. Я думаю, они тут должны попасться. Хотя бы один. Хотя бы один. Я уже так давно их не находил. Смотрим, не переключаем. ВТИ 80. Сигнал слабенький, но он есть. О! Ё-моё! Неужели? Неужели динарик? Походу да. Да. Первый за долгое время. Серебряный мужик. Пий, похоже. Сейчас чуть протру, поближе покажу. Фух, зачетище. Не зря я сюда приехал, не зря. Я первый на этом поле, поэтому я думаю, находки еще будут. Огонь, огонь. Зачетище. Ставим лайки, подписываемся. Сейчас ближе покажу. Вот такой мужичок попался. Надо будет его, конечно, отмывать, но уже радует, что серебряный. Сразу попался нелеместный. Да, затертый немножко, но все равно. Этой монетки 1800 с хреном лет. Почти 2000. 1850 как минимум. Это 2 век. Тут в основном такие попадаются. Зачетище. Ставим лайки и подписываемся. Это бомба. Надеюсь, находки еще будут. Смотрим. Выпала вот такая спинка фибулы. Спинка фибулы. Поломанная, как обычно. Ничего, зачет. Единственное, конечно, у меня прибор разряжается. Не знаю, насколько меня еще хватит. Но если что, я сюда еще в любом случае приеду. Зачетные находки. Смотрим. Хреновенький какой-то сигнальчик. 70, что-то такое. И что это у нас? Что-то. Якась пластинка тоже зелененькая ихняя. Что-то ихняя. Зелененькая. Но шляпа. Ладно, смотрим. Очередная спинка фибулы выпала. Такая вот. Динариков пока нема. Фух, я уже до столба дошел. Выхожу полностью. 1/3 где-то от всего это выходил. Но еще есть где поискать. Металлоискатель пока держится. Ну, будем надеяться, что динарик еще попадется. Какой-то хреновенький. Опять такой же проволочный непонятный сигнал.
где и что, и непонятно. Кто это пикал? Копнуть чуть-чуть. Пик-пик. Ну и шо? Да ё-моё. Какая-то хрень. Фух, нашел пряжка. Якась маленька пряжка. Вот такой вот кусок крестика выпал, верхняя часть. Серебряный, но поломанный, к сожалению. По древности пока тихо. Металлоискатель держится, поэтому смотрим. Очередная спинка фибулы нашлась. Динариков пока нету. Вот так бывает, заходишь на поле, первый сигнал шикарный, да, поднимаешь и думаешь, сейчас попрет. А потом проходит час-два, и уже ходишь и думаешь, блин, вроде и должно быть, да, древность попадается, но сигналов динариковых нету. Ладно, смотрим. Что-то поверхностное. Я же пенициллинок вот так поверхностных выкопал штук 10 пенициллинных пробок. Пенициллинок. Что? Ага. Якась фигурина. А, ну это кусок фибулы ихней. Кусок от фибулы, наверное, или от чего-то. Еще одна спинка фибулы выпала. Ай, поломалась. Ну и фиг с ней. Жаль, конечно. Так, ладно, ищем динарики. Где-то они тут есть. Но если прибор сядет, я сюда завтра приеду и потом это все вот один ролик слеплю. Я думаю, будут еще находки. Будут, должны быть, если сюда никто раньше не приедет. Смотрим. Всем привет. Продолжу я охоту за динариками. В общем, поле. Вчера выходил где-то 1/4 от этого поля. Сегодня продолжу. Буду надеяться, что находки будут и будут динарики, самое главное. Они очень интересные монетки, очень старенькие, приятно их извлекать, когда монеты 2000 лет и ты ее извлекаешь из земли. Ну прям дух захватывает. Вот. Тут попадалась империя, попадались советы, но я думаю, у меня основная цель динарик, конечно, будет, поэтому смотрим, не переключаемся. Вот, спинка фибулы выпала очередная. Ну, находка. Находка ихняя, это приятно. Значит, есть еще ихние сигналы тут. Нужно искать, надо искать. Но такие сигналы онлайн я снимать не буду, потому что тут очень много проволоки, пенициллинок, всяких хренотени. Поэтому буду онлайн снимать только монетные, скажем, сигналы. От 70 ВДИ и выше. Постараюсь. Что, смотрим? Охота идет. Очередной хреновенький сигнал. Типа проволочных. И наконечник выпадает. Маленький, трехлопастный. Сейчас поближе сниму. Зачетик. Вот такой наконечник выпал. Трехлопастный. Трехгранный. Фокус, ё-моё. В общем, маленький. Особо не интересный, но сам факт, наконечник. Я их собираю. Зачет. Так, ладно. Охота за динариком идет. Где же ты? Колечко вот такое попалось.
Медное. Мабуть, буду я собираться уже. Поеду заряжаться. Завтра сюда вернусь. Вот доходил я. О, фокус. Там попалась монетка. Ну, по крайней мере, что-то круглое. По ВДИ там 51, что ли. Это советы. Это советская монетка. Рамочник. 15 копеек. 1943 год. Пойдет. За неимением ничего, так тоже хорошо. Сейчас ближе покажу. Вот такая манипуська попалась. 15 копеек, 1943 год. Ладно, ждем Рим. Рим интереснее, чем советы. Сигнальчик нашелся. Вроде неплохой сигнал. 87 ВДИ. Но это не значит, что это что-то хорошее. Сейчас посмотрим. Ой. Чё это? Якась фиговина бронзовая. Или оплавок, или что-то. Может и не, это не бронзовая, зеленая. Зеленая патина. Ну же, осколок просто. Шляпка. Пуля какая-то. Не пойму. Как гиря. Не гиря. Пуля, не пуля. Гиря, не гиря. Сейчас ближе покажу. Что-то прикольное. Вот такая вот, в общем, непонятка выпала. Пуля, не пуля, гиря, не гиря, не пойму. Ну, пуля вроде бы. Только почему вот этот пиптик. Там еще резьба какая-то. Ай, падает. Блин, упала. Свинец. Свинец с пиптиком. Какая-то старинная пуля. Древнеримская. Пойдет. Сигналов практически нету нормальных. Сплошная проволока. Ну ничего, зато красотища. Красотень. Хоть ночью и холодно было, зато днем тепло, блин. Господи, язык заплетается уже. Хожу на 4-й программе. Потому что мусора не так много. Ну, проволока раздражает. И пенициллинки. А так, в принципе, ходить можно. Так, ладно. Ждем включения. Прям такой яркий сигнал. ВДИ 97-98. Или большая монета, или какая-то большая хрень. Блин, в комке. Да ё-моё. Его тут и не разрубаешь. Точнее, не разломаешь. Рубануть-то можно. Да как так-то? Ой, надеюсь, это не рубль. А то сейчас я его покоцаю. Ты. Монета торчит. Большая монета. Ну это Елизавета или Екатерина. Двушка. 2 копейки. Сейчас переключусь на камеру поближе.
Зачет. Вот такая вот штука. Большая монетка. Замерзшая. Ой, все, выпало. Чпуньк. Ой, весь в грязи. И измазался. $1788 или 89. 2 копейки. Зачет. Ну, хоть я их не рубанул, конечно, опасно было так лопатой махать, но ладно, в следующий раз я так делать не буду. А то рубль попадет, и я его напополам разотирбаню. Так, смотрим дальше. Колечко вот такое смятое, медное попалось. Медное колечко. По древности глухо, да и вообще сигналов мало. Но надо еще немножко покрутиться, а вдруг. Стремный сигнал, честно. Да, как металл. Гильза. Гильза очередная. Пряжка вот такая черняховская выпала. Без ушка, бронзовая. Бронзовая пряжечка. Ну, пойдет. Но пока тихо. По динарикам и вообще сигналов очень мало. Выбили это место без меня, к сожалению. Но все равно хоть что-то попадается, и то радует. Вот такой итог сегодня. Куча, точнее не сегодня, а получается 2 выхода, где-то 5 часов копа. Вот эта пулька интересная еще. Вот из интересного мне наконечник. 2 копейки 1789 года. Вот динарик, естественно, это супер зачет. Но динарик затертый. Это Антонин Пи. Ну, по крайней мере, так написано. И хрен его знает. Вот кусочек крестика. Советы 15 копеек 43-го. Ну, это все. Поздняк, ходячка, пряжечка, колечки, пуговка. Ну, это вся ихняя металлопластика, ну, кроме пряжки. Ну, пулька вот такая интересная, непонятно. Что за пулька, подскажите. Резьба какая-то, видите, даже. Я даже не знаю, куда она там накручивалась. Мушкетная, что ли. Вот. Зачет. Смотрим, подписываемся, ставим лайки. А я продолжу искать места интересные. Хотя скоро уже замерзнет все нафиг. Ну, пойду в леса, значит. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.